выступать перед такой аудиторией, но, может быть, пусть она такая же большая, но все равно все это дружно, все разговаривают, говорят об этом продукте. Я пришла в эту компанию в июне месяце этого года. Хочу сказать, что с 18 лет у меня появилась vitiligo. После родов у меня появилась vitiligo. Очень страшно, конечно, были пятна. Это был такой дискомфорт, это были, знаете, такие неприятные были вопросы. Это что у тебя, это как у тебя. Врачи, конечно, через глаз сказали, что ты, в общем, оставайся так, и как-то тебе надо все равно жить. И, конечно, жить надо. 39 лет, это в 2009 году, у меня, в общем, посетил псориаз. Псориаз посетил, не поверите, я была покрыта вся. Вплоть до спины, все, головы, я была покрыта псориазом. В общем, я лежала в больнице, и ничего там не помогло. Мне ставили уколы, капельниц принимала. И вы знаете, я вышла оттуда все-таки еще больше. У меня появились эти пятна, эти бляшки. И, вы знаете, я начала бороться, конечно, с этим сама, потому что, зная, что все перепробовала, пила разные лекарства, пила травы, куда я не обращалась, вы знаете, в общем-то, был очень, конечно, такие, знаете, я была вообще в дискомфорте. Люди смотрели на меня как на прокаженную, потому что руки на меня вообще не было видно. Локти у меня были все вот так покрыты. Потом, в общем, в течение 5 лет, конечно, где-то что-то у меня проходило. Потому что я сама себя лечила, сама излечала, я не могла устроиться на работу. Но благо того, что я, конечно, занималась своим делом, у меня было свое дело, я как-то еще это как-то проходило у меня, что все, значит, я, наверное, видимо, обречена, что мне не работать нельзя в коллективе было, что там заходить куда-то, чтобы меня смотрели, и обязательно всегда задавали, что это у тебя. Вы знаете, это так было так неприятно, когда у человека, вот я даже сама, например, вижу, да, человек кожа, да, там покрыта какими-то шелушениями, да, я никогда не задам вопросы. Думаю, видимо, люди такие бестактные, да, что это у тебя? Еще главным пальцем покажет на тебя, да, в общем, тут я в июне месяце также перенесла операцию, да, но после операции, конечно, у меня тоже опять начались покрываться, я опять начала псориазом покрываться, потому что лекарства, это все. И меня, в общем, встретила я женщину, она мне давай объяснять, вот есть такой продукт, L8, в общем, ты давай принимай, давай делай, давай. Конечно, уже все перепробовала, думаю, наверное, все равно надо попробовать. Чем, говорит, как это не шутит. И вы знаете, я полгода начала принимать. И у меня какие результаты, посмотрите, да, у меня вот руки, да, у меня даже их не видно. Мы сфотографировались, с Натальей Васильевной фотографировала руки, какие у меня были красные руки, да, смотрите сейчас. Локти у меня вообще сейчас, вот для vitiligo еще видно, да, у меня вот так вот был псориаз, вот так вот. Локти у меня все, видите, какие стали. Вот. Еще vitiligo, конечно, это не проходит, как говорится, но она проходит, но уже меньше такой цвет становится на руках, да, вот видите как. И оно у меня прямо я была вся белая, у меня руки были белые. Я даже боялась маникюр делать. Ходить в маникюр, да, в маникюрный салон, боялась делать маникюр. В общем, и хотелось, конечно, поблагодарить Наталью Васильевну, своего наставника. Сейчас она меня уже, как говорится, хочет научить, как войти в бизнес. Я, конечно, этому думаю, что у меня не получится, но все равно как-то у нас через и каких-то немножко так нервных срывов бывает у нас, и когда мы по скайпу общаемся, но все равно я, как говорится, вникаю, хочу, конечно, научиться бизнесу. Я предлагаю эту продукцию своим знакомым, но у нас еще, знаете, люди как-то сомневаются, есть тогда, что вот мы не верим, почему не продают такие у нас лекарства в аптеках, почему вот так. Но я все равно показываю свои результаты, объясняю им. И, в общем-то, я очень благодарна, что я пришла сюда в эту компанию, и что я пью. И еще хочу сказать, у меня мама пьет. Я даже купила маме 80 лет, у нее тоже очень была кровь густая. И сказали, что, когда я привела к врачу, ее сказали, что у нее кровь как сыворотка, куда она может свернуться, и все, ее не будет. Вы понимаете, она у меня лежала, она просто лежала, я думаю, все, ей конец будет. Думаю, все, 80 лет старость. Да? Потом, давай попробуем попить. И мы с ней начали пить, вы представляете? Она у меня жила, она еще у меня огород доделала, огород, 80 лет, в 6 утра выйдет, она и копается там. И вы знаете,
молю, я так благодарю Вселенную, я так благодарна тем людям, которые меня вот именно встретили, как-то случайно, или, как говорится, Господь Бог меня привел к ним, или они меня увидели, мне это все сказали. И я, в общем-то, даже благодарна, и что вот я вот рада за маму, что она у меня, понимаете, она у меня живет не так охотно, чтобы она еще пожила все-таки. Это такой родной человечек, я думаю, я все для нее делаю, последние копейки потрачу, потому что мне хорошо, и я смотрю, что ей хорошо. И она у меня двигается, и еще на кухне ходит, там что-то варит, и меня, знаете, встречает, и такая, я вообще довольна. Я благодарю, конечно, за все, что мне вот, говорится, Господь послал сюда, и благодарю за своих друзей, что не такие. А вашей маме через какое время пришел результат? Результат, сейчас скажу, а у меня в декабре слегла, в декабре, я начала пить в июне, да, я в декабре, я, в общем-то, где-то она уже через неделю поднялась у меня, она стала ходить потихоньку, потому что лежала. Через неделю она стала ходить, когда я начала эти капсулы давать. Все, потом она, смотрю, жила, и она даже это... А еще у нее был постоянно в ушах шум, звон. Она говорит, ты вот, у меня такое ощущение, как будто ты слышишь, как будто вот когда чайник кипит, вот у меня вот такой вот шум. Сейчас она даже не говорит, я просто не спрашиваю, у тебя там шум есть или нет, потому что они, жены так любят это жаловаться, что их пожалели, что даже мой там. И поэтому я думаю, ладно, я буду молчать. Но нет, я так спрошу, я говорю, у тебя как у тебя голова болит? Не болит? Она, ну, бывает так это, да, что... побаливает, а шум-то есть, она, ну, шум еще так, может быть, где-то как-то, я говорю, ну, ладно, все, мы не будем об этом спрашивать, в общем-то, и мы пьем с мамой. Предлагала, конечно, дочке, но она пока еще тоже думает по этим же. Нет, я пью, да, мы все полностью пакет. Мама тоже пьет, и я пью, да, пакет. Все, спасибо большое.